Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться процессом декорирования бархатного яйца диаметром 12 см. Заготовка яйца из пенопласта, обтянула я его мятным мраморным бархатом и закрыла шов декоративной лентой и цепью со стразами шириной 2 мм. Надеюсь, видеообзор будет для вас интересным и полезным. Приятного просмотра! Ссылки на все материалы, которые я буду использовать для декора, оставлю в описании под видео. И еще хочу сразу ответить на ваши вопросы по поводу подставки. Высота подставки, не учитывая ножки, 2,5 см и диаметр круга подставки 3 см. На ней устойчиво стоит как яйцо диаметром 10 см, так и яйцо диаметром 12 см. Для декора я выбрала стразы прозрачного цвета и цвета аквамарин. Формы страз я буду использовать круглые, каплю, овал и прямоугольник. Также буду использовать стразы диаметром 2, 3 и 4 мм и еще стразы под жемчуг. Узор я уже разложила на рабочей поверхности и покажу вам его поближе. Конечно, это примерный набросок, впоследствии он поменяется, так как я еще буду добавлять мелкие стразы и, возможно, какие-то стразы поменяю местами. На обратную сторону я тоже буду добавлять стразы и решу, какие уже в процессе работы. Из инструментов мне понадобится стилус, 2 пинцета, отвертка и, конечно, клей. И сейчас поделюсь с вами небольшим советом, как легко определить середину для того, чтобы приклеить первую стразу. Для этого возьмите сантиметровую ленту и с помощью нее определите середину. Затем простым карандашом поставьте точку и на это место приклейте первую стразу. Благодаря этому методу вы облегчаете себе работу и можете не переживать, что ваш узор получится впоследствии неровным. А после того, как вы приклеите первую стразу на изделие, вам будет проще ориентироваться в выкладке узора. И еще один момент: не фиксируйте сразу стразу, а отрегулируйте ее, а затем уже прижимайте к бархату. Также хочу поделиться еще одним советом по поводу точной и ровной выкладки страз. Для ориентира вы можете использовать крючки от цап на стразах. И как вы видите на видео, я использовала направление крючков, соединив 2 стразы. Благодаря этому методу вы сможете выложить весь узор ровно и не использовать дополнительные метки. А теперь о последовательности выкладки. Определив стразой середину, я добавила с 2 сторон от нее стразы, чтобы определить направление боковых узоров. И сначала я проклеиваю боковой узор слева, а затем боковой узор справа. И только после этого для завершения узора я добавляю мелкие стразы в цапах. В основном мелкие стразы я добавляю на место стыковки больших страз. Тогда узор получается полноценным и завершенным. И как я уже говорила, такие стразы легко и быстро клеятся с помощью стилуса. Также благодаря использованию стилуса ваш узор получится аккуратным, потому что при использовании пинцета страза может выскользнуть. А если использовать пальцы рук, вы можете стразу неровно наложить. Тогда придется убирать ее, убирать клей и выкладывать все снова. Поэтому стилус я рекомендую использовать в данном случае именно для вашего удобства. Хочу вам напомнить про прямую трансляцию, до которой осталось чуть больше недели, кто еще не проголосовал. Проголосовать можно во вкладке «Сообщество». И на данный момент лидирует дата 30 января в час дня по местному времени. Спасибо вам большое за обратную связь и вашу поддержку. Также еще хотела ответить на вопрос по поводу клея. Некоторые пишут, что клей B6000 желтит. Такое может быть из-за того, что клей подделка, либо истек срок годности. Более подробный видеообзор про клея можно
посмотреть по ссылке вверху. И возвращаюсь к декору бархатного яйца. Левый боковой узор я полностью завершила, и вот так он выглядит. Под большой каплей аквамаринового цвета я разместила каплю поменьше. Добавила стразы диаметром 3 мм и стразы под жемчуг. Согласитесь, так узор смотрится более красиво и завершенно по сравнению с тем, что мы видим справа. И давайте перейдем к узору, который находится в середине, а точнее к последовательности выкладки. Начинаю сверху и выкладываю середину, скажем так, скелет этого узора. И затем по основанию узора добавляю стразы с каждой стороны. И дабы видео не затягивать, я покажу вам уже готовый результат, а точнее, как этот узор смотрится на бархатном яйце. И вот такая красота получилась. Аквамариновый цвет страз отлично сочетается с бархатом мятного цвета. И как я говорила ранее, что возможно узор поменяется в процессе выкладки. Как на картинке был такой узор изначально. Я лишь местами поменяла некоторые стразы и их расположение. И после того, как клей высохнет по истечении 48 часов, не забывайте протереть стразы, для того, чтобы они еще больше засверкали. Теперь осталось добавить стразы на обратную сторону изделия. Я решила добавить одну стразу в виде капли аквамаринового цвета. И с каждой стороны от нее по 4 стразы диаметром 4 мм. Процесс декорирования завершен, и далее я покажу вам бархатное яйцо в полный рост. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой вариант декора бархатного яйца. И на сегодня это все. Я очень надеюсь, что видеообзор был для вас полезным и интересным. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!